Назовите мне хотя бы одну рекламу Zara. Скорее всего, не вспомните. Потому что Zara почти не рекламируется. Nike тратит на маркетинг миллиарды долларов. H&M – около 5% выручки. Большинство модных брендов от 3 до 8%. Zara – примерно 0,3%. И при этом это крупнейшая фэшн-сеть в мире. Компания, чей владелец Амансио Ортега несколько раз становился самым богатым человеком планеты, обгоняя Билла Гейтса. Как бренд, который почти не покупает рекламу, заставляет миллионы людей заходить в магазины снова и снова? И самое интересное, к концу этого видео вы поймете, что Zara продает не одежду и даже не тренды. Она продает чувства, из-за которого люди покупают вещи, которые вообще не собирались покупать. И когда вы начнете замечать, как именно работает эта система, вы уже не сможете смотреть на магазины одежды так же, как раньше. Так что если вам интересны скрытые механики брендов, маркетинга и поведения людей, подписывайтесь. Потому что дальше мы разберем систему, которую конкуренты Zara пытаются повторить уже десятилетиями. Все началось с человека, который даже не закончил школу. Будущий миллиардер бросил ее в 14 лет. Вряд ли тогда кто-то мог представить, что именно он однажды изменит всю мировую индустрию моды. 1963 год. Испания. Небольшой город Ла-Корунья. 14-летний Амансио Ортега бросает школу, потому что семье нужны деньги. Он устраивается посыльным в магазин рубашек и начинает наблюдать. Какие вещи покупают быстро, какие висят месяцами, как магазины зарабатывают, как посредники между фабрикой и покупателем забирают огромную часть прибыли, просто потому что стоят посередине. В 1975 году Ортега открывает свой первый магазин. Он хотел назвать его «Зорба», но название уже было занято. Так появилась Zara. Маленький магазин, ничего особенного. Но Ортега с первого дня делает одну вещь, которую почти никто тогда не делал. Он разговаривает с покупателями. Что вам нравится? Что неудобно? Чего не хватает? Что вы хотели бы купить, но нигде не находите? А потом это появляется на полке. Иногда уже через несколько дней. Это была не просто хорошая работа с клиентами. Это была основа будущей системы Zara. Но проблема была не только в одежде. Проблема была в том, что вся модная индустрия десятилетиями работала почти вслепую. Именно это Zara и решила изменить. Дизайнеры создают коллекцию, потом показы, потом заказы, потом фабрики, потом склады, потом магазины. От идеи до полки могло пройти полгода, иногда целый год. И все это время бренды буквально гадали, что люди захотят носить. Иногда угадывали, иногда нет. И тогда одежда уходила на распродажи со скидками в 70%. Компании теряли миллиарды. Но Zara сделала иначе. Она сократила цикл с месяцев до 2 недель. 14 дней. От идеи до магазина. Для индустрии того времени это звучало почти невозможно. И вот момент, который до сих пор сводит конкурентов с ума. Пока одни бренды ждали полгода или даже год, Zara научилась делать это всего за 2 недели. Как? Первое. Компания держала производство максимально близко к Европе. Да, это дороже, чем шить все в Азии, но зато быстрее. Пока конкуренты ждали поставки месяцами, Zara могла менять коллекцию почти в реальном времени. Второе. Дизайнеры Zara — это не художники, которые сидят и придумывают тренды. Это аналитики. Они смотрят, что носят люди в Милане, Париже, Токио, Сеуле или Дубае, что обсуждают в интернете, что продается лучше всего.
что внезапно стало популярным в TikTok. И потом очень быстро превращают это в массовый продукт. Третье. Каждый магазин Zara передает данные в штаб-квартиру дважды в день. Какие размеры раскупили, что никто не примеряет, что люди спрашивают, но не находят. На основе этих данных компания меняет производство буквально каждую неделю. Это уже не просто фэшн-бизнес. Это огромная система аналитики, замаскированная под магазин одежды. Но все это еще не объясняет, почему люди покупают вещи, за которыми вообще не собирались приходить. И вот здесь начинается настоящая магия Zara. Zara специально выпускает очень мало каждой модели. Если вещь раскупили, она исчезает. Чаще всего навсегда. И мозг быстро понимает это правило. Если не купить сейчас, завтра уже не будет. Именно поэтому люди так часто совершают импульсивные покупки в Zara. Это не обычный магазин, это ощущение охоты. Покупатели Zara заходят в магазины в среднем около 17 раз в год. Средний показатель по индустрии – примерно 4. Люди приходят не за конкретной вещью, они приходят посмотреть, что появилось нового. Почти как соцсети, только вместо контента – новая одежда. Но есть еще одна причина, почему Zara выглядит дороже, чем стоит на самом деле. И большинство людей даже не замечают ее. Дело не в одежде и даже не в цене. Дело в том, где Zara размещает свои магазины. Zara почти не тратит деньги на классический маркетинг, потому что ее главная реклама – это расположение магазинов. Самые дорогие улицы мира. 5-я авеню, Оксфорд-стрит, Елисейские поля. Места, где каждый квадратный метр стоит целое состояние. Но Zara платит за это не просто так. Психологи называют это эффектом ореола. Когда Zara стоит буквально рядом с Луи Виттон, Прада или Шанель, часть премиальности этих брендов автоматически переносится и на нее. Мозг делает это почти автоматически. Если бренд находится рядом с люксовыми магазинами, значит, он тоже должен быть особенным. Именно поэтому Zara может выглядеть дороже, чем стоит на самом деле. И даже в странах, где официальные магазины Zara закрывались или менялись, люди продолжали искать бренд через маркетплейсы, перепродажи и поездки за границу. Потому что Zara продает не просто одежду. Она продает ощущение, что ты выглядишь дороже, чем заплатил на самом деле. До этого момента все выглядело как идеальная бизнес-машина. Но у нее была цена. И со временем эта цена становилась все заметнее. Fast fashion – одна из самых загрязняющих индустрий в мире. Одежду покупают, носят несколько раз и выбрасывают. Производство ускоряется. Коллекции меняются бесконечно. Потребление становится почти мгновенным. И чем быстрее работает система, тем сильнее давление на производство. В 2013 году в Бангладеш обрушилось здание Рана Плаза. Погибли более 1000 человек. На фабриках внутри шили одежду для множества мировых брендов. После этой трагедии весь мир начал задавать вопрос: кто на самом деле делает нашу одежду? И в каких условиях? Zara тоже оказалась под волной критики. Компания начала проводить аудит поставщиков, публиковать данные о фабриках, делать заявления об экологии и условиях труда. Критики говорили: это просто пиар. Защитники отвечали: индустрия хотя бы начала меняться. Правда, как обычно, оказалась где-то посередине. Но эта история показала одну важную вещь. Даже самая эффективная бизнес-модель не может существовать вечно, не отвечая на вопросы общества. И Zara пришлось меняться вместе с миром. И вот мы подошли к ответу на главный вопрос этого видео. Почему люди возвращаются в Zara снова и снова? Почему бренд, который почти не рекламируется, стал крупнейшим в мире? Так в чем же настоящий секрет Zara?
не в рекламе, не в цене и даже не в дизайне. Секрет в скорости реакции. Обычная мода говорит: вот тренд сезона, носите это. Zara говорит иначе: покажите, что вам нравится, и через 2 недели это будет висеть в магазине. Обычные бренды пытаются угадать рынок. Они производят много и надеются, что покупатель захочет именно это. Zara работает наоборот. Сначала она слушает, потом производит. Именно поэтому каждый магазин Zara стал частью огромной системы обратной связи. Компания постоянно получает сигналы от миллионов покупателей. Что нравится, что не нравится, что раскупают быстрее всего, что остается висеть на вешалках. И именно поэтому люди возвращаются туда снова и снова. Потому что Zara создает ощущение, что магазин постоянно живой, будто там всегда есть что-то новое именно для вас. Именно в этом и заключается ее главное преимущество. Пока другие бренды пытаются предсказать будущее, Zara практически живет в настоящем и реагирует быстрее остальных. Амансио Ортега начал с того, что стоял у прилавка и слушал покупателей. Спустя десятки лет Zara делает то же самое. Просто теперь она слушает миллионы людей одновременно. И, возможно, самая сильная сторона Zara в том, что она заставляет вас чувствовать: если не купить сейчас, вы упустите возможность навсегда. Вот то самое чувство, о котором мы говорили в начале. Это страх упущенной выгоды. Это не просто магазин одежды. Это идеально настроенная система, которая превращает желание в срочное решение. Если вам интересны такие истории, подписывайтесь. В следующем выпуске разберем Red Bull, компанию, которая превратила обычный энергетик в один из самых влиятельных медиабрендов в мире. И самое странное, возможно, Red Bull вообще никогда не продавал напитки. А пока напишите в комментариях, какая самая дорогая, странная или до сих пор не ношенная вещь лежит у вас в шкафу? И главное, зачем вы ее вообще купили?